Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале WarUI. Сегодня я хочу попробовать сыграть на магах плюс магах, причем необычно немножечко, а не так, как, знаете, я уверен, что многие подумали как. Короче, смотрите, 9 магов и 4 бога. В принципе, для этого мне нужен всего лишь 11 уровень, если я правильно все почитал. Плюс здесь есть раз, два, три мага. Либо же у меня есть еще один вариант, на котором я сыграю, но для этого мне нужно будет немножечко попотеть. И плюс... так, этого я убираю. Возможно, я захочу немножечко по-другому сыграть. Это будет боги, полуорки плюс 4 рыцаря. Это довольно-таки интересная, сильная сборка, но она нестабильная, сразу говорю. Поэтому рассчитывать на нее, как знаете, на мейн и постоянно использовать, чисто, как знаете, что-то поэкспериментировать, да, можно было бы. А так, не могу рекомендовать, что это лютая имба. Еще, как вы могли заметить, я на своем аккаунте, на своем мейн аккаунте. Наконец-то мне восстановили аккаунт. Спасибо техподдержке за то, что в течение 2 дней каторах и общения мы смогли все-таки решить эту проблему. Все, я, короче, пишу в телеграм-канале, что я делал, как это получилось и что случилось в целом. Ну, что случилось, я в целом уже описывал. А вот как я восстанавливал и тому подобное, я напишу в телеграме. Поэтому ссылочка будет закреплена в комментариях. Подписываемся, не стесняемся. У нас там уже 150 человек. И плюс у нас есть чат комьюнити, в котором мы общаемся. Просто общаемся. А может и не просто общаемся. Там уже кому как. Вот. Так, сейчас, секунду, мне тут нужно предметы выбрать. О. Не, ну колдовскую шкатулку я возьму. Это хороший предмет. Если мне гида придет, так вообще будет прекрасно. На самом деле мне и ведьмаки идут, и я, может быть, захотел бы на ведьмаках сыграть. Сейчас посмотрим, как будет приходить, и от этого уже буду отталкиваться. Если со старта придет, то, в принципе, реально это будет ведьмаки. Хотя, на самом деле, мне больше нравится та сборка, о которой я говорил. Спасибо за то, что мне Лустрик со старта пришел, вот просто нереально. Ну, вот, видите, насколько импактово? Лустрик со старта прям прет. Так, колечко мне еще не надо, дискорд мне еще не нужен, это мне тоже не... Ой, спасибо. Да. Так, богов, в принципе, со старта я могу не ставить, но не особо мне надо. Так, ЦМ-ка. Не особо нужна. Тролль нужен. Тролль нужен, может, в двойку его соберу, в принципе, я ничего не потеряю, плюс небольшое усиление у меня да будет. Ну и, короче, телеграм-канал закреплен в комментариях, там я пишу о обновлениях игры, о стримах, о видосах, в целом какую-то информацию предоставляю, плюс есть чат комьюнити. И, ребята, осталось 50 человек для того, чтобы достичь 1000 подписчиков, поэтому, надеюсь, вы мне поможете. Подписывайтесь обязательно на мой канал, достигнем, наконец-то, уже 1000 подписчиков, вот чуть-чуть осталось, последние рывки. Для этого мне нужны вы. А еще, кто подписан уже на мой канал, ставьте обязательно свои лайки и комментарии, для того, чтобы ролик поднялся в тренды. Когда он поднимется в тренды, соответственно, я смогу что? Правильно. Намного быстрее собрать 1000 подписчиков. Потому что чем больше народу, тем, соответственно, быстрее соберу. Так, что я тут у нас вижу? На самом деле, мне довольно-таки очень неплохо все пришло. У меня есть кунг-фу со старта. Я бы на кунг-фу играл бы, если оно придет. До первого момента. Но сыграл бы я, наверное, как-то по-необычному. Может быть, полуорка бы добавил. Хотя, на самом деле, чтобы легко выиграть, нужно добавить всего лишь не полуорков, а чернокнижников. Тут, кстати, халявный ролл уже есть у чувака. Ой, я, кстати, не тому немножечко закинул блинк. Сейчас поменяем, закинем блинк обратно. Можно на эльфа было бы сыграть, кстати. Так как здесь есть драконы маги, можно было бы реально на эльфа сыграть. Просто я не уверен, что я смогу собрать ту сборку, которую я вам сказал, это 4 бога плюс 9 магов. Ну, как-то, ну, реально эльфы идут. Поставлю так. Можно было бы через волшебников сыграть. Вот, драконы маги здесь собираются. То можно было бы реально мне через волшебников сыграть. Надо сейчас просто подумать. Через Марси я особо не хочу играть, а вот через Мартретку бы я сыграл. Сейчас посмотрим, как будет приходить.
От этого уже оттолкнемся и будем видеть. Бога пока продам, возьму этого эльфа. 0 монет, конечно, у меня. Это прям вообще не радует меня. На 10-м раунде мне хотя бы должно быть... Вау. Лустриком тут явно не пахнет. ЦМ-ка понадобится. Ничего, возьму на всякий случай. На всякий случай. Можно было бы, кстати, реально эльфов оставить, но я вот думаю. Ладно, возьму 4 уровень. Усилю свою сборку. И как-то так. Сколько тут? 30% уклонения для эльфов. Это нормально. Но то, что здесь драконы маги будут. Ну реально на волшебников здесь самое то сыграть. Вот, по крайней мере, то, что я вижу, здесь на волшебниках самое то сыграть. Ну, посмотрим. Я загадывать наперед не хочу, поэтому буду смотреть еще. Что, как, чему, почем. Так, линии мясы закинули, отлично. Мне это нравится. Луна, конечно, как бы ее не усиляли, все равно слабый персонаж. Слишком мало урона. Да. Ладно, может быть, я все-таки замучу ту тему, о которой говорил со старта. Гида пришла. Возьму сразу 6-й уже, все равно у меня как бы, ну, инкама нет. А 6-й, в принципе, взять почему нет. Эльфов, наверное, уберу. Конечно, прикольно, классно, но, как мы видим, не особо профитно. А вот такую сборочку, в принципе, можно поставить. Это... Я не знаю, кому этот предмет отдать. Перековать его не могу. Вот на, жец, ты будешь с этим предметом. Если Марси в двойку придется старт, это будет вообще шик. Просто попрыгали такие. Запись хоть идет? А, кстати, ребят, я же систему почистил немного. Ну как почистил? Полностью винду перебил. Ну так, ну лустрик точно. Лустрик сейчас можно поставить, кстати. Наверное, я так и сделаю, поэтому лустрик я сейчас поставлю со старта. Сейчас, секунду. Мне, в принципе, неплохо пришло. Фуру еще возьму. Короче, играем пока на лустрике. Через вот такой вот билд. Марси в двойку, если будет, то в принципе хорошо. Я не против того, чтобы Марси была в двойку, плюс на лустрике. Будет неплохо. Но так как здесь есть маги, причем 3, я бы на самом деле сыграл бы лучше, наверное, через волшебников. А так как здесь будет маг-дракон, то, скорее всего, Зевс просто будет испепелять со старта. И, как я понимаю, то волшебники мне намного лучше помогут задефаться вдруг чего. Ладно, посмотрим. Я все равно беру вот этого волшебника. Возможно, если мне гриптач придет, я его тоже возьму. Выставлю на лустрике. Ой, на лустрике, на винстрике поиграю. Ну, короче, посмотрим. Пока загадывать наперед не хочу. У меня как бы есть билд и есть. Так, ну давай, чтобы я проиграл, пожалуйста. Или мы сейчас будем вечно драться, еще я выиграю. Да давай, уничтожай быстрее мои. Скорее всего, я выиграю, потому что это еще и пиво накинул. Да. Это плохо. Успеешь забрать его? Нет, ты себя обледенение кинешь. Боже, ну и почему именно ты остался? Там в любом случае все равно не выигрывал и не проигрывал. Хороший апгрейд. Кунка еще есть, кстати. Не, ну такой апгрейд мне нравится. Я бы на самом деле, может быть, эту панду продал бы, еще кунку взял бы сверху, чтобы было намного больше импакта. Просто панда, если придет, это будет неплохо для меня. Вот так сделаю. Пусть будет так. В принципе, да, я реально могу ту сборку замутить, которую я хотел. Единственное, что проблема, это будут маги-драконы. Да и в целом маги проблема. Ну, посмотрим. В принципе, у меня будет 4 рыцаря в конечной сборке. Просто у меня уже 10 раунд, у меня 0 денег. Это нонсенс.
Я ни на винстрике, ни на чем, но у меня 0 денег. Такого еще у меня не было. Вау. Не, ну... А знаете что? Сейчас покажу. Сейчас покажу, что. Вот что. Пол кунг-фу. Я говорил то, что хочу сборочку такую, да? Но на самом деле я могу сделать еще одну сборку, о которой... О, а что это за... Что это за подгоны такие? Я сейчас не понимаю. Короче, я сейчас покажу еще одну интересную сборку. Если получится, конечно. Если получится. Я бы на самом деле заобузил бы еще панду эту. Как минимум мне она нужна в двойку по-быстрому. Так, ну все, кунг-фу это кунг-фу. Но я бы хотел показать еще одну реализацию. Я ее сразу говорю, подсмотрел. Поэтому меня, если что, не винить ни в чем. Я эту сборочку подсмотрел, признаюсь сразу заранее. Это не моя сборка. Но тем не менее, сборка эпичная. Ну, если получится, я покажу. Покажу. Для этого просто мне реально нужна будет панда в двоечку. Буду играть на кунг-фу. Ну и в принципе, я думаю, все. Марси в двойку у меня есть. Марси я, наверное, буду апать. Драконы, маги, в принципе, окей, пусть будет. Я не против. То, что драконы, маги надо было ДК брать. Было бы намного интереснее. Я думаю, уже многие догадались, какую сборку я хочу сделать. Но сразу говорю, из-за того, что это кунг-фу, это легко сделать. Вот реально, из-за того, что это кунг-фу, то это очень легко сделать. Если же это было не кунг-фу, а какая-то другая сборка, я уверен бы, что это бы не проканало от слова совсем. Поэтому... Да. Короче. Не будем загадывать наперед, просто вот покажу, как оно будет. И все. Правильно? Правильно. Что придумывать, что еще что-то выдумывать. Единственное, что реально мне нужна бы панда была бы двоечку. Вот это вот единственный момент, который мне нужен, это панда в двойку. Не, если я говорил уже, да, что я винду перебил, и мне нужно, чтобы вы сказали, как меня, в принципе, слышно, намного лучше, намного хуже, там, все настройки хороши, нормально или нет. То есть, жду эту информацию от вас. Я сделаю панду эту в двойку, возьму уровень, мне нужно выставить людей, и я сделаю одну интересную сборку, с помощью которой я смогу дефать магов, зверей, и, в принципе, все. И реально, в принципе, все. Это довольно сильная будет сборка, но на самом деле реализовать ее под кунг-фу намного легче. Не буду загадывать, ну, не буду говорить наперед, что я хочу, просто покажу уже. Вот, покажу, как оно будет. Ну, на кунг-фу это понятно, что я буду так сейчас выигрывать налегке. Вот, кстати, мне пришел этот. Мне надо что-то сейчас сделать. Как же бы это сделать, как же это провернуть? Ну, уровень надо взять. Выйду из инкама, возьму уровень. Блин, а я не могу. Так только. Ну да, только так. Из Марса сейчас все шмотки перекинуть в него. Все. Только так я могу сейчас сделать. Сейчас мой винстрик улетит обратно. Но это нужно сделать, потому что без второй панды я буду очень плохо себя чувствовать. Эта панда, в принципе, и одна справляется, ничего делать. Она просто будет разваливать и так, и так. Вообще без шансов. Несмотря ни на что. А что ты только по нему поползал? Ты мог еще по кому-то поползать? Ну, повезло. Ну, повезло ему, что он не получил сейчас плюшки от моей кунг-фу панды. Мне нужно это просто перетерпеть. Уровень брать, вот такой вот. Чем-то заниматься, короче. На самом деле, наверное, я... Мог бы баф людей выставить фуловый. Без кунг-фу, но я бы тогда, скорее всего, точно ничего не сделал. Мне нужна просто эта пандочка в двоечку, как можно быстрее.
Хоть не от нее будет все зависеть, но она мне нужна. Мне, боже, у меня денег нет вообще. Я первый раз так играю, когда у меня вообще нет инкама. Экономика просто ужас. Я бы себя намного увереннее чувствовал, если бы у меня эта экономика была, но этой экономики у меня просто нет. О, хоть корабль правильно закинул. Спасибо тебе и на этом, чел. Я думал, сейчас Кунка такой, да не, корабль полетит куда-то туда. Похи! Прошу. Ну ты же говоришь, что эта панда просто будет одна выносить. 5000 урона нанесла. Как вам? По-моему, это слишком много. Кунка, ну чё мне приходит это? Мне нужно другие усиления чуть-чуть. Кунка это хорошо. Кунка это прям отлично. Посох жертва. Что я могу там еще получить? Ну, кстати, да, мне эти предметы не нужны. Скип. Еще лучше пришло. Да. Мне бы нормального усиления, не вот это вот. У меня сейчас панда вообще не придет в жизни. О, чувак цепочку нашел. Ну, кстати, как вам? Панда только что полетала и сэвэдила все сэвэдила. Боже, это как все грустно. О, гримтач, отлично. Ты гуляй. Хотя, на самом деле, я бы, наверное, лучше оставил ту морскую. Потому, может, если морская придет, я бога заменю. Ну, где мои улучшения, алё? Ну, 2 раунда, 3 раунда уже прошло. Мне надо это улучшение, как кровь из носа. Хотя бы СФ там в двойку приди. Я понимаю, что это что-то нереально. Просто посмотрите, тут уже куча двойку пацанов, у меня ничего. Даже панда это не приходит. Просто в двойку. Я не прошу там в тройку. Мне ты в тройку вообще не нужна. Только в двойку. И все. Двойка и достаточно. Спасибо. Наныл. Какой ценой? А ценой всего. Давай еще один раунд, приди в двойку и все, мне ты больше не нужна. Мне ты в тройку не нужна, мне нужна только в двойку, пойми. Услышь меня, в двойку. Тройку ты мне вообще вот вообще не надо. Маг. Да, мне надо бога будет заменить на мага. Хотя, наверное, я гримтача все-таки заменю обратно. Потратил просто так инкам. Гримтач просто мне не особо нужен. Просто пак присосался только что к этой панде, и по итогу все равно стан не прошел. Ну вот. О, в двойку, отлично. Кстати, почему ты сам повысился? Сейчас не понял. Все, так, отлично. Разваливайтесь. Не так. Вот так. Мне даже SF сейчас не нужен, если честно. Вот SF можно вот так вот брать и скипать. Так вот, берем, скипаем, ставим 4 кунг-фу. Раз. Это 2. Мне нужен баф людей. Но так как бафа людей нет, я, наверное, баф рыцарей поставлю. Этот предмет я скипну. Мана плюс 40 вот сюда. Отлично. Вот сейчас игра пойдет. Пуловое кунг-фу. Мне нужны люди. Будем сейчас разваливать. Так, подожди, надо в настройках сейчас автоповышение убрать, потому что это не дело. Мне так не надо. Мне автоповышение вообще не надо. Так, настройки. Автоповышение выключить. Авторазмещение выключить. А почему оно само апнулось? Можно узнать. Усиление состава. Эффект состава. Не понял. Ребят, ну-ка напишите мне, почему у меня такая тема произошла. Я что-то совсем плохой или как? Так, бог, маг.
понятно. Против магов тут надо прям хорошо заряжаться. В принципе, против магов у меня будет чем зарядиться. Мне нужен ДК. Мне нужен ДК. Я думаю, уже многие догадались, какая сборка у меня здесь будет. Если не догадались, то напишите в комменты, какая сборка. Вот прямо на этом этапе. Запись идет, запись идет. Вебка, как всегда, не может нормально сейчас настроить свою яркость. Ну ладно. Осталось, наверное, немножечко потерпеть, и я ее поменяю наконец-то. Так. Взгляд Азеса, кстати, это очень сильный предмет. Я его 100% возьму. Он нужен, как, ну, не знаю, как сказать правильно. Так, броня мне точно нужна. А вот этот вот предмет на минус магию как бы нужен, но не нужен. Мана здесь есть. Броня есть. Взгляд АЗСа просто, если что, он встраивается в этот предмет. То есть, у меня чувак этот прыгает, кастует вот эту вот способность. Все. Это способность. Взгляд АЗСа накинется на всех. Это очень сильно. Балансил просто человек, который играет в эту игру. Поэтому как-то так. Шаман кунг-фу морской. Тут вообще что-то непонятно собирается. Тут маг дракон в тройку и верну собрал. Я в шоке, что он реально в тройку и верну собрал. Зачем? Объясните, это какая-то новая мета или что? Что в тройку увериться? Вот смотрите, знаете, как назло, у меня вайпер, ну, не стреляет откуда надо. Вот, ребят, отвечаю, вот сколько времени я играл, у меня вайпер никогда не плевал в нужную фигуру противника. Зато противник меня плюнуть в нужную. Конечно, куда ж без этого? Я 100% это делаю. Гадалки не ходи. Можешь положиться на меня, я наплюю на всех. Вот так это работает. Мне нужен уровень 10, как можно быстрее. Так, здесь тоже чувак играет на фуловом кунг-фу. Но его кунг-фу будет, наверное, слабее, хотя на самом деле там будет решать уже наш рандом, кто кого переиграет. Так, минус магическое сопротивление, все-таки скип, но вот тут тоже все мне не нужно. Мана плюс 40. Я вобника закину. Поставил баф 4 рыцарей. Я все в конце объясню, почему я именно сделал так, почему именно принял такие решения. Все будет в конце. И на самом деле вы увидите этот прикол. Это довольно-таки интересно и необычно будет. Особенно, если это получится все сделать. Богов, к сожалению, здесь добавить я не могу. Если что, улучшений я делать не буду особо. Марси мне нужна, я ее на автопокупку поставлю. Без Марси мы никуда. Марси топ. Раз кунг-фу, два кунг-фу, фулл дракон маг. Благо у меня этот чувак будет перепрыгивать всех. На самом деле мне бы какой-то БКБ для уверенности было бы вообще шикарно. Хочу фуловых людей выставить, но у меня пока никак не получается это сделать. Так, вот еще одна кунг-фу против меня. Хорошо. Чувак на 9 уровне тоже кунг-фу себе собрал. Плюс морских. Где мои улучшения? Вот серьезно. Я хочу себе улучшение, мне нужен на самом деле ДК. Где мой ДК? Мне еще бы шар бездны пришел, было бы вообще идеально. Под шаром бездны я бы вообще не опасался магов. Для меня магия это была бы пыль. Ну, в принципе, и сейчас пыль. Ну все же. Так, что ты взял? Скилл Тускара стырил. Боже, какой ты полезный.
У Рубик идеальный. Ого, тролля в тройку наролил чел. Жалко, что тебе это не поможет против кунг-фу. Ох, как жалко. Да, баланс прям ощущается. Вот знаете, прям чувствуется вот эта нотка баланса особенная, когда у тебя тролль в троечку. Да, он там себе бред какой-то собрал, но на это вообще не важно, если честно. Это вообще не важно. Да, он себе собрал реально бред там. Какой-то бред. Но это просто не важно. На самом деле, мне бы еще одного человека. Вот. И теперь... Так, подожди. Подожди. Я не могу выставить. Сейчас серьезно? Ладно. Мне показалось на мгновение, что я кунку продал. Так, Марси в двоечку еще одна пришла. Так, шарбезная. Отлично, шарбезный на месте. Так, кого закинуть? На самом деле в эту панду закину. Больше мне не в кого ее закидывать. И вот эту вот вещь я закину сюда, вот так. Вот, все, мне нужны книжки. Мне нужен уровень. Нужен 10-й. Кстати, котла и Лину зря я продал. Надо было оставить. Лучше бы я этого не делал. Книжки собираем. Нужен, ну, мне нужен фулбаф людей. От фулбаф людей я буду намного себя лучше чувствовать. Плюс ДК мне нужен. С ДК я вообще буду себя прекрасно чувствовать. Ставлю ДК. У меня, получается, будет 6 рыцарей. Ну, доставлю там кого-нибудь еще. И будет 6 рыцарей. Да, вебке все равно. Она, короче, что-то затыла. И даже автояркость не делает никак. Короче, я сделать ничего не могу с этим. Боги-маги. Угу. Чокузиос пришел. Это сильно. Но у меня тоже как бы не слабенько. Сделать тут, конечно, тоже ничего не могу. Хотя на самом деле я бы лучше, наверное, 300 хп закинул. Мне надо дольше жить. 2 цепочки, обалдеть. Ну, тут бессмысленно, как мы поняли это уже. Хотя на самом деле он не может вынести. Нет. Не тут-то было, да, чел? Обидно, обидно, как я тебя понимаю. Так, что еще упало? Опять двухстволка. Так. Теперь надо скипнуть лишние предметы, которые ну, вообще мне не нужны. Я считаю, они бездарные. Вау. Бессмертие. Я возьму отражение. Отражение очень сильный предмет. 40% раз в 3 секунды. Это просто нереальный предмет. Кунка мне на самом деле не нужен. Мне нужен 10 уже побыстрее. 6 морских чувак собрал. Интересное заявление, конечно, от него. 6 морских собрать. Мне, кстати, писали в комментариях и в Телеграме по поводу некоторых аур. Если что, ребят, аура работает не в той точке, где находится персонаж. Она работает сразу, где находится... Ну, где вот, видите, сейчас смотрите. Оп. Плюс 50%. И тут пусть плюс 50 сопротивления будет. То есть, где находится сейчас персонаж, аура за ним двигается. Она не двигается в другую сторону, она за ним двигается. Ну, кстати, меня сейчас могут вынести 6 морских. Или нет? Вынес! Вот это жестко. Но он сейчас ко мне должен прийти, значит. Следующий раунд он должен ко мне прийти. Не хватает одного. Так где ж ты? Дракон пришел зато. Не, это хрень какая-то будет. Ну, Жакира я возьму. Лишним он явно не будет.
20 монет, так 20 монет. Жалко, конечно, что у меня Радика нет. Я бы с Радиком себя так чувствовал просто комфортно. Кстати, книжка. Надо 6 людей выставлять. Рыцари рыцарями, но 6 людей надо. Без 6 людей грустно. О, ДК, отлично. Наконец-то я тебя наныл. Зачем я это сделал? Ауч. Короче, я хрень небольшую сделал. Магов здесь тонна, поэтому, в принципе, на магов мне надо взять человечка. Кунка. Отлично. Мне бы 6 людей реально сейчас поставить. Так, 5. Так как у меня рыцари сейчас маленького уровня просто. Ладно, я скипну так вот, поставлю 6 людей пока что. Я уверен, что я и так буду выигрывать. Но просто они из-за того, что маленького уровня, меня это немножечко, так знаете, ну, поднапрягает. Вот прям чуточку. Еще и Омник пришел. Так, морской, иди отсюда, ты мне не нужен. 4 рыцарей мне пока с головой будет. Лучше 6, конечно. Мне просто, если бы сейчас Радик пришел, я бы вообще не парился на этот счет. Ну, примерно так. Да ты можешь улучшение уже прийти, алло? Скупил весь стол, по итогу улучшение не пришло. Блин, ну ладно, я чистый урон оставлю, этот я скипну. А, ладно, понятно. Понятно. Спасибо. Улучшение очень вовремя. Надо было котлабы взять. Намного ярче было бы. Надеюсь, сейчас алое сердце придет, будет вообще прекрасно. БКБ-то ладно, а вот алое сердце будет норм. Иди гуляй. О. БКБ тоже, в принципе, неплохо. Я сейчас закидываю сюда. Вот так. Надо некоторые предметы все-таки скипнуть. Хочется улучшения посильнее. А я не могу пока скипнуть ничего такого. Печально. Когда я 6 рыцарей выставлю, то вообще будет все как бы все равно. Абсолютно. Надо просто будет один из рыцарей. Нормальный. Надо сейчас подумать. Как все красиво и правильно проверить. О, котел. Скилл котла стырил. Прикольно. На самом деле я бы кунку продал бы, наверное, котла бы поставил. У меня было бы... А, не было прямого. Хочу купить его. А не могу. На самом деле, реально мне какие-то предметы нужно будет свапнуть. Ну вот, морской сейчас пришел ко мне. Хоть у меня и чистый урон, как бы. Но у меня же есть и магический урон все-таки, как-никак. А магический урон у меня как бы, ну... А, мы сейчас, кстати, кто кого переиграет, потому что тут у него тоже шкунфу. Нормально, я его шотну. Я думал, он меня сейчас шотнет. Блин, у меня 5 людей сдохли все. Как-то невыгодно. Фу. Бесит? Чуть-чуть так. Чуточку. Ого. Зевс в двойку. Ого. Чтобы мне так приходило, чтобы Зевс в двойку пришел вот так со старта. У меня, по-моему, очень редко такое происходило, когда мне Зевс просто в двоечку такой, оп, привет.
Главное, чтобы у меня люди выжили. Так, это зверь против меня, хорошо. Лицо сюда. Выживите, люди. Отлично. У меня Лина просто выжила, не знаю на каких парах. Молодец, Лина. Так. Вот так как-то сделаем расстановку. Омник в двоечку. Пойдет. На самом деле мне надо кучу предметов лишних уже реально переделать. Я думаю, все-таки замедление. Хотя нет, замедление оно тоже очень сильное. Если бы не было так много магов, я бы точно переделал бы что-то. Но у меня очень много магов против меня играет. Я даже не могу ничего такого переделать. Этот предмет довольно-таки очень сильный до сих пор. Я реально ничего не могу переделать пока что. МК. Обалдеть. Екс. 3-й уровень. Ну, выживите, мои люди, пожалуйста. Пожалуйста. Хочется, чтобы вы выжили. Ну да, конечно. Т3 шамана будет сильнее, чем все. Но все-таки да, когда шаман в тройку приходит, очень много урона, там почти нереально выжить. Поэтому, ну мне просто один раз надо хотя бы уровень взять. Один. Был бы 12, было бы вообще шик. Я все равно ж ничего не могу сделать, да? От магов скипать это такое себе. 4 бога. Кстати, самый домашний перс сюда пойдет. На него сейчас должна цепочка прилететь. А не. Еще не на него. Я что-то думал, на него сейчас прилетит. Опять моих всех людей вынесли. Да что ж такое? Как-то не везет на моих людей. Не, ну взято за все-таки сильный предмет. Посмотрите, насколько замедление работает. Если бы у меня не было этого замедления, то я бы по-любому проиграл. Ваншот прилетел. Обидно. Я надеюсь, хотя бы сейчас раунд заточу против моба. Мне надо алое сердце, я надеюсь, что оно придет все-таки. Потому что без алого сердца уже грустно. И Марси в тройку. Я бы на самом деле Марси, если что, по делу, она бы там разваливала, будь здоров. Хотя, подожди, тут маг-дракон есть? Не, маг-дракона нету. В принципе, реально можно будет Марси заделать. Ну, посмотрим. В принципе, эта панда тоже очень сильная. Но Марси в тройку будет намного сильнее. Я в нее шмотки закину, она будет разрывать просто все и вся. БКБ есть, все есть. Так что все четко должно быть. Сейчас раунд, выставляю 6 рыцарей и все. Максимальная реализация рыцарей получается. Хотя на самом деле я бы мог намного раньше закончить игру. Объективно. Так. В принципе, у меня есть 2 слота. Один. Кого можно докинуть? В принципе, можно было бы богов, кстати. Ну нет. Можно не богов. Не, ну лучше богов. О, какой же хороший предмет не пришел. Так, отсюда. Вот так, вот так. Так, а теперь мне надо на самом деле даже этот предмет я бы скипнул. Так, давай Радик. Радик. Отлично. Боже. Все под заказ пришло. Так, мана плюс 40. Сюда. Ну и 6 рыцарей у меня сейчас. Вот и смотрим, реализация 6 рыцарей под богами. Меня они сейчас просто убивать даже не будут. Баф рыцаря на 50% как бы выйдет. Урон.
И это даже очень супер. На 50% сэвэдить урон это очень сильно. Хотя все равно мне маги как бы разобрали полстола. Но это, знаете, альтернатива тому, чтобы, допустим, не делать баф морских, к примеру. Просто обычная альтернатива. Кстати, МК я поставлю. МК мне больше нравится. Боже, какой бред мне упал. Так, я остался с кунг-фу. Отлично. Все, чувак, иди-ка сюда. Сейчас мы с тобой поговорим. Сейчас мы с тобой поговорим. Маска. Просто песня. Просто песня. Я даже прыгать не буду никуда. Я просто вот так вот встану сейчас посередине им. И все. Больше мне как бы и нечего придумать. Вот так вот себе сделаю сейчас. И просто буду чил. Надо было, кстати, переставить чуть-чуть. Ладно. Тоже такое. 6 рыцарей все-таки неплохо бустят кунг-фу. Это, знаете, можно альтернативу чернокнижникам сделать, чтобы от магии защититься, от физического урона, но тоже... Если против тебя ТБ, то забудьте просто. Если против тебя ТБ, то это просто бред. Полный бред будет. Вот у меня просто есть радик, у меня есть все, и я просто из этого выношу его. Ну и плюс все-таки, я думаю, щиток иногда помогает. По крайней мере, я хочу в это верить, что он не бесполезен. Хотя под кунг-фу, я думаю, абсолютно все равно, на чем ты там играешь. Просто бери и играй. Так, сейчас перестановку сделаю. Чик, сюда. Блин, у него блинки есть, я забыл. Ладно. На самом деле, у него хорошие морские, он против магов отлично защитился, но против меня он не защитился. Хотя, на самом деле, из-за того, что у него сейчас больше кунг-фу, он может меня просто развалить. Или вряд ли. Все-таки как-то баф рыцари, 250 хп, они очень слабые. Баф рыцари 250 хп, ну он реально слабый. Опа. А теперь я могу реально сейчас Марс сделать огромный. Там дети вот так вот. Марсе в тройку сюда. Покупку убираем. Надо расстановку, наверное, сделать получше. Как-то так. Какие-то предметы, наверное, мне нужно еще сделать. Хорошие. И будет вообще песня. Сейчас посмотрим, как Марси с этим справится. Но таргетный урон она намного лучше дает. Хоть, кстати, и магическим уроном бьется, но все же. Штучка на минус отхил, конечно, хорошо работает. У него тоже, кстати, взгляд АЗСа. Это очень сильный предмет. Я бы его вообще не скипал ни разу, когда ты играешь на кунг-фу. Вот вообще ни разу не скипал бы. Сильный предмет. Ну, 12 я не возьму. Как ни крути. Хотя, на самом деле, хотелось бы 12 взять, поставить тоже, наверное, морских и приколоть чувака. Да-да. Да-да. Так, у меня тоже шимка прыгает. Зачем? Тут непонятно, но прыгает. Надо что-то подумать. Как можно себя еще усилить сильнее. На самом деле, если бы мне пришел предмет вот этого третьего тира на отхил, я думаю, было бы хорошо. Можно было бы что-то еще такое. А, вот, все, перестраивается. Он здесь в двойку нашел. Сейчас, короче, посмотрим. Так, Луна пусть будет, она мне не мешает когда. Так, Башар, кстати, Башар, либо колдовская цепь. Так, магия, точнее морские, они мне не нужны. Но вот Башар, кстати, пригодился бы. Когда тебе так, и вот так тебе. А остальному я сделаю вот так, наверное, отхил, чтобы чистый был.
Чтобы просто был чистый отхил. Вот так. На самом деле, можно будет в МК закинуть. Баша, кстати, прилетел в Тайда. Не, ну, кстати, рыцари неплохо все-таки дефают магический урон. Вот как я говорил заранее, я хотел выставить 6 рыцарей, хотел выставить, наверное, морских каких-то в плюс. Что-то еще хотел бы доставить чисто. Ну, чтобы было по приколу, скажем так. Зевс пришел. Можно было, кстати, богов сейчас фуловых поставить, и была бы вообще песня. Там у него Зевс в двойку, у меня Зевс такой. Вот Зевс он поставил сюда. Понимаю. Я сейчас Тайда опять застану, чувак. Ну, ты прикалываешься? Он Зевса поближе поставил. Он думает, что я на Зевса орень. Кому стан пролетел мой? Сейчас не понял. Я не понимаю, он Зевса закирил или что? Что за прикол? Не, ну, когда ты играешь на кунг-фу, я думаю, абсолютно все работает. Маги, не маги, абсолютно все работает, когда ты играешь на кунг-фу. Если бы я играл, наверное, на какой-то другой сборке, то, скорее всего, бы вот это вот оно не работало все. Зевс еще один пришел. Так, у меня один рыцарь нежити, поэтому ты сюда. Ну, все, в принципе. Кстати, если он сейчас меня выиграет каким-то чудным там образом, то я, скорее всего, проиграю. Туалет моих чувачков, пожалуйста, чел. Сюда. Кого ты опять забашил? Можно узнать? Я, на самом деле, не очень понимаю, кого он башит сейчас. Ну, тут, скорее всего, я выиграл его без шансов. Короче, плюс 33 в том, что он под кунг-фу, он работает, наверное, идеально в плане того, что ты, во-первых, дефаешь магический урон, ты дефаешь физический урон, но так как это мета чистого урона, 50 на 50. Я думаю, что, ну, 50 на 50. Плюсы, ну, на самом деле, когда ты играешь на кунг-фу, ты можешь сделать себе 6 людей, сделать себе 12 уровень вообще спокойно, на изи. Поставить тех же самых рыцарей, они тебя будут хилить немножечко, да, там по 250 хп каждый стак щита. Против ТБ, конечно, это вряд ли работает, но на самом деле резкие 250 хп может восстановить что-то. Короче, плюс рыцари, ну, короче, давайте так. Это кунг-фу, а с кунг-фу почти все работает. И я просто показал, как можно еще поставить этих рыцарей. На самом деле, зверей рыцари неплохо дефают, но не до конца. То есть, как самостоятельно ничего бы не сделали. А вот если с кунг-фу, то они бы просто разорвали бы нечего делать. Ну и в принципе все, я думаю. Ну и плюс морских как бы собирали все. Понятно, почему маги так быстро откисли. Но все-таки это кунг-фу. На самом деле можно каких-то еще придумать приколюх, через кунг-фу играешь и все. Зачем тебе там как-то, знаете, 6 людей ставить, когда поставил себе кунг-фу, 3 человека, собрал себе книжек, сделал себе 11, 12 и так далее. И все. Как-то так. А еще, короче, ребята, еще раз вопросы. Первое. Как меня слышно? Второе, все ли окей, ну, отличается ли как-то запись и тому подобное. И третий момент, ребят, 50 подписчиков осталось до 1000. Кто меня сейчас смотрит без подписки, подпишитесь. И, соответственно, ребята, не забудьте за лайки и комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр и всем удачи.